Всем привет, с вами Дэн, и давненько я вам не показывал часы от Кристофера Варда, и более того, чтобы это были именно мои часы от Кристофера Варда. И это, наверное, самая нашумевшая модель их в 2023 году. Z12 они называются, и да, это модель от Криса с интегрированным браслетом в спортивном стиле. В общем, про них говорили все, про них писали все, и на самом деле они только-только вот начали поступать в продажу, когда обычный, в общем, покупатель, а не тем, кому они засылали их на обзоры, западным блогерам, да, можно было их получить только сейчас. Спасибо Алину, который в очередной раз мне помог и помог, в общем, приобрести эту, надеюсь, красотулечку. Я его контакты все оставлю в описании, возможно, вы тоже захотите обратиться. Ну, короче, давайте вскрывать. Соскучился я уже по этому бренду, и я надеюсь, что эта модель меня порадует, потому что я очень люблю интегрированные браслеты, но, наверное, вот почти все, что продавалось в таком среднем начальном ценовом сегменте, всегда, знаете, чего-то вот хотелось чуточку большего. И, короче, хватит болтать. Пора открывать. Значит, их знаменитая гарантия 60/60, то есть в течение 60 дней можно часы отправить обратно. Ну, вряд ли это буду делать. Значит, здесь инструкция. Мы ее тоже откладываем. Значит, здесь у нас тряпочка. Ну, я думаю, тряпочку мы тоже Красотулечка-то, а? Красотулечка. Так, коробку тоже в сторону. И давайте... Вот они. Я решил выбрать белый цвет, он у них называется Arctic White. Ну, сейчас все более детально, подробно уже расскажу. Давайте вот тут вот, значит, браслетик расстегнем, да. Как мне нравится, как вот такие бабочки расстегиваются. Они напоминают, как будто ты расстегиваешь один интересный предмет женского гардероба. Так, ну, значит, пленочку мы снимаем. Вот он, тот самый Arctic White. И вот эту пленочку мы тоже снимаем. И вот эту мы снимаем пленочку. Все мы, в общем-то, снимаем. Все лишнее в сторону. И вот так. И тут у нас еще пленочки, да. Все пленочки мы нафиг снимаем с вами. Разденем эту красоту окончательно. Так. Да. Слушайте, ну, спортивный люксовый стиль, конечно, здесь явно прослеживается. И да, я вот на рендерах, наверное, скорее думал, что здесь больше вот что-то там Vacheron Constantin, наверное, да, куда-то вот в эту сторону. И также здесь есть определенные, вот, например, по циферблату стрелки и метки немножечко похожи эти элементы на то, что делал Чапик, который тоже год назад, по-моему, или в этом году в начале, напишите в комментариях, я что-то подзабыл, что-то волнуюсь я, да, вот. И они тоже делали свой интегрированный браслет. Короче, вот в этом духе скорее. Ну, понятно, что предыстория всех этих часов началась с Джеральда Дженты, Адемар Пиге Royal Oak. Ну, я думаю, что здесь напоминать не стоит, потому что об этом мы говорим довольно часто в последние годы, поскольку интегрированный браслет Sport Steel это стало просто вот самым, наверное, горячим, что сейчас хотят на рынке. И знаете, вот первое впечатление от этих часов, они яркие. Они притягивают к себе внимание. Я думаю, что это было сделано намеренно, и именно поэтому они сделали вот такую структуру на циферблате. Здесь именно крест, такой логотип Кристофер Вард. И он очень такой трехмерный. Мы, конечно же, с вами потом более детально на макро посмотрим, но это видно сейчас. Да? Вот если Адемар Пиге Royal Oak, там Гильюше идет, такое классическое, да, PCR, по-моему, называется. Не буду пытаться сейчас вспомнить. Ну, короче, здесь вы увидите, что такие кресты, да, швейцарский крест как бы сделан, он интегрирован в часть логотипа Криса, хотя Крис уже не работает в Кристофер Вард, что интересно, да, но уже 2 года. Вот. И здесь они сделали
Вот именно так это. И они яркие, они сочные, они притягивают внимание, они переливаются на солнце. Свет, когда вот не искусственный, а когда такой яркий, это, конечно, как вот говорят британцы, флаши, да, то есть именно бросаются в глаза, можно так, наверное, как-то сказать. C12 эта модель называется. И давайте сейчас, да, пройдемся по характеристикам, расскажу про эту модель, потом чуть больше уже будем более детально знакомиться с деталями, с нюансами этой модели. Значит, C12 есть две версии. Одна версия в титане, она чуточку тоньше, ровно на 1 мм, чем вот эта модель. И есть модель в стали, которая вот как раз у меня. Они отличаются цветами циферблата. В титане, по-моему, все модели с градиентом идут, а именно в стали они идут вот с конкретным цветом. Да, белый, есть там, по-моему, есть цвет голубоватый. Ну, так сейчас навскидку не вспомню, посмотрите на сайте. В общем, еще в титане механизм стоит ETA 2893, и в этой модели стоит Sellita SW200. Ну и понятно, что эта модель за счет того, что здесь механизм чуть более толстый и чуть более дешевый, он чуть выше, да, на 1 ровно миллиметр. При этом цена очень сильно отличается. Версия в титане стоит 1600 фунтов без НДС, а версия в стали стоит 1000 фунтов без НДС. Ну, сюда нужно прибавить, конечно же, доставку, сюда нужно прибавить растаможку и курс, естественно, меняющийся. Ну, короче говоря, где-то 110-120 тысяч рублей. Но когда выйдет этот ролик, возможно, курс будет другой, поэтому вот в фунтах 1000 фунтов без НДС, да, и без вот этих всех доставок, растаможек и так далее. Ну, с доставками, растаможками, ну, рассчитывайте, наверное, где-то будет 1200-1300 фунтов. И с такой ценой Кристофер Вард стоит дешевле, чем Марис Лакруа Icon. Он стоит даже дешевле, чем Титани, который я не так давно вам показывал в обзоре. Но у Титани, кстати говоря, механизм ETA 2893. И как раз в этой версии он стоит, опять же, в свою очередь, чуть дешевле, чем титановый Кристофер Вард. В общем, у Криса такое очень неплохое позиционирование где-то так, вы знаете, в серединке. В серединке такого крепкого среднего европейского сегмента. Но при этом мы же с вами знаем, что Кристофер Вард всегда дает больше по отделке. И я думаю, что он дает еще и всегда и больше по дизайну. Просто они чуть больше с ним работают, чуть больше прорабатывают финальную версию часов. Значит, еще важный момент, кстати, что касается цен на Криса. Если кто вдруг не знает, то они уже где-то год не дают каких-то купонов там на 100 фунтов, которые они раньше давали. И с этого лета они перестали делать распродажи. Они теперь продают только БУ модели, ну то есть те, которые возвращают покупатели, и те, которые для пресс-фото используются. Поэтому все, больше никаких скидосов там на 30-50% не будет. И я считаю, что это хорошо, потому что, ну, не гоже, когда вы купили часы по полному прайсу, а потом через полгода кто-то их покупает там за 50%. Слушайте, ну что это такое, да? Вот, короче. Дальше по характеристикам Super Lenovo X1 здесь стоит на метках и стрелках, сапфировое стекло и водозащита 100 метров. Ну что ж, давайте посмотрим по размерчикам, значит по ранту. Да, у нас вот так вот, если мы измерим. 38 практически, но по корпусу будет чуточку больше, но видите, здесь у нас наплывы на заводной головкой, и чтобы это все измерить, ну, это такое дело неблагодарное. В общем, ближе к 40 здесь идет. В любом случае, размер у этих часов чуть меньше, чем 40 мм. 39,5, так будем считать. Так, ну и самое главное, наверное, для этого форм-фактора, это высота. Давайте примерим, что у меня тут показывает. Да, ну, короче говоря, где-то 10, да, 10 миллиметров. Заявлено там 9,95, но вот я намерил 10. Ну, по сути дела, то же самое, да. И 9 у нас получается, это та версия с ETA 2893. Ну и браслет в широкой части, он здесь интегрированный, 24 мм, и в узкой части он здесь в 18 мм, от ушка до ушка. Если вот так измерим, 40, если с первым звеном, который не полностью гнется, 49,6. В любом случае размеры максимально такие
универсальный. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот так здесь получается. Очень хорошо браслет сидит. Корпус невысокий, первое звено хорошо ложится на запястье. Ну, вот часы спортивные с интегрированным браслетом всегда должны быть невысокие, иначе это просто не смотрится, потому что браслет либо топорщится, либо свисает с корпуса. Вот здесь все как надо. Вот здесь смотрится весьма-весьма сексуально эти часы на запястье. Мне нравится, как это выглядит, и мне нравится, как переливается сейчас браслет. Так, ну, что касается веса, то на полном браслете давайте глянем. 147 грамм, в принципе, не так и много. Ну и давайте теперь уже более детально пройдемся. Начнем, наверное, с циферблата. Мне нравится здесь, в этом циферблате, то, что дата посередине, у отметки 6 часов, то есть гармонию не портит. Я, конечно, бы предпочел, как вы знаете, без даты эти часы. Но дата есть, тут уже деваться некуда. Одно хорошо, что здесь белая подложка на белом циферблате. Отличная читаемость, потому что метки крупные, такие зубастики получаются, и стрелки тоже достаточно крупные, длинная, минутная, которая доходит до минутной разметки, и часовая стрелка, которая доходит до начала часовых меток. Здесь в плане гармонии все шикарно. Логотип именно как лого идет без надписи, и это мне вариант тоже нравится, и он хорошо обыгран, опять же, у нас здесь на циферблате, это я чуть попозже вам покажу, в этом плане супер. И понятно, что такие часы всегда должны выглядеть, ну, достаточно роскошно, потому что изначально Audemars Piguet придумали, чтобы эти часы выглядели роскошно, такой роскошный лакшери спорт, здесь с этим проблем нет, здесь даже прям, может быть, в какой-то мере чуточку перебор. Объемные метки, и посмотрите, метки внутри сатинированы, потом идет здесь люм, и по краям у них зеркальная полировка. Они, конечно же, трехмерные, и в целом весь циферблат трехмерный. И знаете, что интересно? Ведь часы весьма тонкие, то есть 1 сантиметр здесь, и они сумели добиться вот этой интересной ситуации, когда мы видим, что циферблат, он трехмерный и объемный, как будто бы он на самом деле чуточку больше, чем он есть в реальности. А в реальности я думаю, что он высотой тут на миллиметра 3, не больше. А так вот он кажется прям такой глубокий, глубина здесь прям очень хорошо ощущается. Ну и, конечно, поработали здесь над корпусом. То есть у корпуса очень много граней. Здесь нет какой-то пародии на Royal Lock или там на Vacheron Constantin. Да? Посмотрите, как интересно они сделали. Вот эта вот гайка, которая у нас, да, каждая грань идет пескоструй внутри, внешняя часть грани, зеркальная полировка. Очень сложный безель. Дальше идет корпус. Корпус традиционно такой как бы прямоугольничек, сужающийся к месту крепления браслета, с резкими, четкими, классными гранями, с шикарной зеркальной здесь полировкой. И горизонтальное у нас идет сатинирование по верхней части, да, корпуса, который идет уже к браслету, и по боковой части тоже здесь у нас такое, как бы, вот если так смотрим, то вертикальное сатинирование. Посмотрите, какие защитные наплывы. Да? Они, во-первых, на винтах крепятся, во-вторых, они сложной формы. Такие брусочки, которые расширяются к нижней части, и боковая часть с зеркальной полировкой, верхняя часть с сатинированием. Сколько здесь вложено вот такого хорошего машинного труда. Посмотрите, да, как это все красиво переливается, все эти грани. И, конечно же, видно, что здесь просто первоклассная, высококачественная зеркальная полировка и шикарнейшее сатинирование. Я привык за многие годы к тому, что у Криса всегда новые модели, Новый год, они вот выходят все более и более качественные и проработанные именно в плане вот отделки. И эта модель не исключение. Я, наверное, последний раз вот модель показывал вам где-то год назад, у Алексея брал, если не ошибаюсь. И вот эти часы, они сделаны, как мне кажется, еще вот на шаг вверх лучше. Поэтому понятно, почему они убрали все дисконты. Они вышли на новый уровень. И вот с этим уровнем отделки я бы вам, честно, не сказал, что я не чувствую, что эти часы, я не вижу, что они были бы хуже сделаны, чем конкуренты те же самые там, от той же Омеги, не говоря уж про Rolex, который в целом не очень качественно сделан, и
Ну, здесь потрясающее качество. Вот в плане железа, металла здесь очень круто все сделано. Очень круто. Посмотрите на заводную головку. Она просто хороша. Я, естественно, никакого отношения не имею к Кристоферу Варду, и часы эти куплены, в общем, для меня, поэтому могу говорить, что хочу. Могу хвалить их столько, сколько захочу. Посмотрите на браслет. Шелк переливается. Шикарно сделано. Многие сейчас, конечно, напишут, а чем это отличается, например, от хороших китайских часов. Но я вам скажу так, нюансами. То есть, когда мы говорим о действительно качественной проработке корпуса, сатинировании, полировке, гранях, да, вот геометрии браслета, то на определенном уровне, вот со среднего уровня до высокого уровня, вот, может быть, даже на экране сейчас вы смотрите этот обзор, и разницы не видно, но она видна в макро, во-первых, а во-вторых, она видна, конечно, когда вы в руках это все держите, потому что в ход уже идут мельчайшие нюансы, мельчайшая вот эта вот проработка. Здесь, конечно, браслет просто на высочайшем уровне, очень круто сделан. Снизу шикарно отделан, то есть он снизу такой же мягкий, то есть резкие грани видны, но он мягкий, ты берешь его, он как будто бы ткань. Даже не слышно, как он как бы переваливается, да, друг об друга. Офигеть. Очень хорошо. Браслет просто потрясающий. Посмотрите, между звеньями здесь тоже есть. На грани каждого звена зеркальная полировочка, да, идет, а потом идет сатинирование. Потрясающий браслет. Слушайте, я на фотках, когда смотрел, и когда даже видосы вот, да, показывали, это вживую все совершенно по-другому. Здесь браслет у нас на винтах, причем звенья есть совсем коротенькие, да, вот эти крайние по 2 звена, поэтому подстроить можно будет под любое запястье. Ну и застежка-бабочка, она невысокая, то есть для повседневного, как раз для вот такого именно каждодневного спорта, если хотите, это будет в самый раз. Система быстрой замены браслета здесь есть. У них есть варианты, по-моему, каучук и ремешки под эти часы, то есть можно будет дозаказать, либо взять что-то со стороны, да. Но здесь настолько хороший браслет, и в целом вот эти часы с интегрированными браслетами, они именно предназначены для браслетов, поэтому мне трудно предположить, что есть какой-то смысл покупать эти часы не на браслете или его менять. Знаешь, здесь у нас ETA-шечка, точнее Селита SW200 стоит, и кастомный ротор от Christopher Ward. Опять же, вот с этим вот логотипом у нас по всему ротору. Потом покажу чуть более детально, но выглядит все достаточно приятно. И посмотрите, как хорошо, опять же, отработана задняя крышка. Здесь тоже с сатинированием все сделано весьма и весьма приятно. Так. Вот хотел вам еще показать вот этот момент, сколько здесь остается по браслету. Ну, сантиметра 4, то есть на 22, где-нибудь там 22,5 сядут. Больше уже, ну, нужно лучше с ними списаться, чтобы они вам дополнительных звеньев добавили. Так, вот он циферблат. Вот эта фактура такая, где у нас логотип Криса крест. И как я вам обещал, брусочки накладные, они разные, да, то есть в плане разная отделка. Внутри люм, в центре сатинирование и по краям зеркальная полировка. Очень прикольно выглядит вот эта надпись «Автоматик», да, она сверху. То есть это выглядит трехмерно, как будто бы накладные у нас здесь буквы и сверху прокрашены. Окошко даты здесь тоже аккуратно. Swissmade тоже такие трехмерные буковки. И лого накладной идет тоже с сатинированием. Ну и стрелочки такие же, как метки. Ну тут просто красавелла вообще. Просто идеально сделан циферблат. Просто идеально. Мы потом еще более детально посмотрим это все в микроскоп.
по циферблату, но то, что я вижу сейчас, это уже впечатляет. Ну и, как я вам говорил, очень сложный здесь и рант, и корпус. Постарались. Грани, конечно, здесь сочетание отделки – это нечто невероятное. Ну и браслет, как я вам и говорил, да, у нас здесь ребра с отделочкой. Ну и под задней крышкой механизм с кастомным ротором. Что хочу сказать по итогам. В отличие от рендеров и сухих фотографий, которые есть на сайте, вживую эти часы, простите за тавтологию, более живые, они вот действительно такие настоящие. И если некоторые элементы, которые, знаете, мне по фоткам показались, может быть, перебором, мне казалось, вот, что вот этот такой угловатый безель в сочетании с круглым, когда это все сразу реализовано в часах, то это будет какой-то перебор. И мне также казалось, что по циферблату, может быть, где-то будет перебор. Но знаете, вживую такого ощущения нет. То есть вживую здесь все как надо. И единственное, что да, эти часы, они сделаны для того, чтобы принимать на себе вот эти вот переливы солнечных лучей, чтобы отражаться, чтобы вот эти вот ребрышки зеркальной поверхности отражались, да, и блестели. Вот, поэтому если вы ищете именно вот такие тонкие, супер круто сделанные часы в спортивном стиле с интегрированным браслетом, и при этом вы не готовы платить там дохренище денег за Адемар Пиге или за Vacheron Constantin или там за тот же Чапик, то я думаю, что, наверное, номер один сейчас из вот среднего ценового сегмента именно вот эта модель Z12 от Кристофера Варда. Пишите ваше мнение. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.